Друзья, всем привет! Для сегодняшней самоделки нам понадобится баллончик с краской, который перед использованием нужно хорошо взболтать. Чтобы нам этот процесс автоматизировать, возьмем шуруповерт и канализационный хомут на 50. Надеваем хомут на баллончик и слегка притягиваем. А далее вставляем шпильку в шуруповерт и запускаем на малой скорости, пока баллончик хорошо не взболтается. Далее снимаем с баллона насадку и достаем вот такую трубочку. Подойдет от ВДшки или чего-то подобного. А также понадобится игла от шприца. Иглу слегка подогреваем и вытаскиваем пассатижами. Нам понадобится только вот эта часть, называемая канюлей. Далее трубочку необходимо зафиксировать внутри канюли. Я сделал это суперклеем, но важно заклеить так, чтобы не закупорить отверстие ни в трубочке, ни в канюле. Лишнее отрезаем. И аккуратно вставляем это в баллон с краской. Самоделка уже готова, но перед ее испытанием я хочу рассказать о проблеме, которую она решает. Для этого в бруске я делаю небольшое отверстие. И теперь этот брусок, допустим, я хочу прикрутить к стене в определенном месте. Нужно сделать разметку для дюбеля, а маркер для разметки не пролазит в отверстие. И если с одним или двумя отверстиями можно справиться, например, с помощью того же малярного скотча, перенеся отверстие на него, но вот если таких отверстий нужно много, например, для прикручивания брусков к бетонной стене, то, честно говоря, не очень представляю, как это сделать. Я попробовал сделать что-то похожее, решающее эту проблему из шприца, в который я набрал краску. Но по факту оказалось, пользоваться им не очень удобно, сложно контролировать подачу краски. И если отверстие больше, чем у шприца, то добавляется еще сложность центровки шприца в отверстие. Тема рабочая, но для маленького количества отверстий. Совсем другое дело обстоит с самоделкой из канюли и баллона краски. Канюля имеет конусообразный вид, что поможет с центровкой. Одного легкого надавливания хватает для оставления метки в неограниченном количестве отверстий. Подобную штуку я видел на одном американском сайте, но у нас я таких не встречал, поэтому что-то подобное можно сделать легко и просто с помощью подручных средств. А раз уж разговор идет о разметке, то попробуем модернизировать простой карандаш. Для этого пилим его у основания, примерно под 45 градусов, а затем склеиваем под углом суперклеем. И вот какую проблему решит такая модернизация. Занимаюсь утеплением дома, и возникает трудность в разметке листов пенополистирола на окнах. Обычным даже маленьким карандашом не подлезть, а вот таким согнутым очень даже просто. А в конце рабочего дня можно расслабиться, выпив бокал вина. Но если вдруг нет штопора, то можно воспользоваться все тем же хомутом. А на этом на сегодня все. Если понравилось видео, то ставьте лайк и пишите комменты. Как вам такие идеи и предложите свои варианты с решением таких проблем. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.